Это единственное млекопитающее озеро Байкал. За год оно съедает тонну рыбы. Сегодня его численность достигает 164 тысяч особей, но до сих пор не разгадано, как это милое существо оказалось там. Однако, если вы думаете, что байкальская нерпа – это просто плавающий мешочек жира, способный только на поедание рыбы и отлеживание боков, то очень ошибаетесь. Давайте познакомимся с этой кругленькой прелестью поближе. Приостановка беременности. Это единственное животное на Земле, которое может приостанавливать беременность. В некоторых случаях эмбрион в мамкином пузе прекращает развиваться, но не погибает и не разрушается, а просто впадает в анабиоз, который длится до следующего брачного периода. И тогда нерпа просто рождает сразу 2 детенышей. Большие глаза и ценный мех. Черный кругляш обитает в пресной воде, поэтому у него такие большие черные глаза. Если он долго находится вне воды, то глазки начинают слезиться. Вообще нерпу можно смело относить к тюленям, ведь это одна из его разновидностей. А вот что касается меха, то здесь между этими животными есть весьма существенное различие. Нерпа с точки зрения меховой моды имеет более ценный и элитный мех. Прирожденный пловец. Тем временем, как же он неповоротлив и неуклюж на суше, при опасности он способен развивать скорость под водой до 25 км в час. Еще нерпа способна нырять на глубину до 200 метров и оставаться под водой 70 минут. Но что же делать их малышам, которые в раннем возрасте еще не способны нырять под воду надолго? Маленькие хитрецы додумались до оригинального решения. Погрузившись в ледяную воду под лед, они надувают большой пузырек воздуха, из которого его и черпают во время дальнейших ныряний. Беременность. Беременность нерп-мамуль длится 11 месяцев, а их щеночки рождаются в марте или апреле. Как раз из-за белого меха их и прозвали бельками. Эта окраска позволяет в первые недели жизни оставаться почти незаметными на снегу. И нет, их мех не мягкий, как у плюшевой игрушки, а довольно жесткий. С переходом на самостоятельное питание рыбой детеныши линяют, а у 2- или 3-месячных малышей мех постепенно приобретает серебристо-серый цвет. Во взрослом возрасте он становится буро-коричневым. Долголетие. Самки нерпы способны жить до 56 лет, тем временем как самцы до 52. Взрослые жируны достигают 170 см в длину и весят до 150 кг. Половая зрелость наступает на 4-м году жизни, а самки способны стряпать с самцами бейбиков до 40 лет. Подвиньтесь! Эти плавающие шарики разработали собственную тактику борьбы за место на камушках. Если нерпа видит, что на лежбище мало места, то начинает размеренно шлепать ластами по воде, имитируя плеск весел, чтобы спугнуть сородичей и устроить свою жопку на камушке. Сон. А как насчет подрыхнуть? Согласно наблюдениям, нерпа спит в воде, так как находится в обездвиженном состоянии достаточно долгое время. Очевидно, сон продолжается до окончания кислорода. Во время сна нерпы аквалангисты подплывали к ней вплотную, прикасались и даже переворачивали, но животное продолжало спать. Вот уж точно естественный буёк Байкала, такой холосенький. Откуда они взялись на Байкале? До сих пор неизвестно, как нерпа оказалась в Байкале. Часть исследователей считает, что она проникла в него в ледниковую эпоху из Ледовитого океана через систему рек Енисей-Ангара, одновременно с Байкальским умулем. Другие полагают, что все семейство настоящих тюленей, включая Каспийскую, Байкальскую и кольчатую нерпу, изначально появилось в крупных пресноводных водоемах Евразии и лишь затем расселилось в Каспийское море, Ледовитый океан и Байкал. Однако загадка эта пока так и не разгадана. Отсутствие врагов. В природе Байкала у нерпы нет естественных врагов. Единственный ее враг – человек. С тех пор, как на озере появились люди, нерпу начали добывать из-за ее жира, мяса и ценного меха. Сейчас промысел этих млекопитающих не ведется. Квоту на добычу выдают только коренному населению и для научных исследований. Правда, были предложения истреблять их с целью регулирования численности, но, к счастью, такое решение так и не было принято. Строительство зимнего жилища. Нерпа зимует на льду в логовищах под снегом среди нагромождения льдин, образующие своего рода навесы. По мере образования льда на поверхности озера нерпа создает так называемый продух диаметром от 1 до 2 метров, поддерживая его в таком состоянии и ударяя на льде. Вдобавок, ее дом с поверхности укрыт защитной снежной шапкой.
Когда озеро сковано льдом, нерпа может дышать только через запасные отдушины продухи, которые делает, разгребая снизу лед когтями передних конечностей. Дополнительно вокруг ее логовища до десятка и более вспомогательных продухов, отстоящих от основного до десятки и даже сотни метров. Что ж, надеюсь, это видео помогло вам больше узнать об этом просто невероятно милом животном. Любите морских обитателей и оставайтесь настоящими людьми, которые их берегут.